Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что под Горловкой казнены два убийцы Славка Веремея, журналиста издания «Вести». И я решил связаться с родственниками тех, кого, собственно, казнили. Не расставляя никаких акцентов, прямая речь. Я Алиева Джамиля Джалаловна. Это ваш отец, сообщает украинские СМИ, что вашего отца казнили, да, какие-то там... Да, мой отец Алиев Джалал Джамалович. Я Кравченко Михаил Сергеевич, брат мой Крава, Витя Крава, которого тоже казнили, тоже также расстреляли вместе с Джалалом. Что вы знаете о том, что произошло? Мы знаем, что их похитили с утра вооруженные люди. То есть это не могут быть украинские ДРГ или что-либо еще. Это сделали местная власть. А как это произошло? 4 машины с вооруженными людьми, в балаклавах, с автоматами они были, приехали. Они как раз выходили из подъезда, они их подождали. Они скрутили им руки, положили на пол. Потом одели мешки на голову, посадили в разные машины. С ним были 2 гражданских, с папкой. И когда это случилось? 3 машины уехали, 1 осталась. Люди поднялись в ее квартиру, обыскали все, что, не знаю, искали что-то в квартире, выносили оттуда что-то, тоже мы не знаем что. Вот они полчаса там были, квартиру закрыли и уехали. Отца машину тоже забрали. Но потом, позже, через 6 дней, ее бросили на конце города. Когда это произошло? 6 июля до 8 утра. Насколько я знаю, ваш брат, там немножко не стыкуются даты, да, что он сидел 12 лет, правильно? Да, да. Как это можно вообще обосновать? То есть ему сейчас сколько? Ему 28, он 86-го года рождения. 31.10.86 года. То есть получается... И он в розыске находится, даже вот на сайте Миротворец, и написано, что он в розыске, по-моему, с 9 или с 10 года. Вот, как бы, получается, даже если с 10 года, это 5 лет назад, это ему было 23, и 12 лет он сидел в тюрьме. Это во сколько? Он в 11 лет Да, сидел? с 11 лет, получается. У вас нет никакой информации о ваших родственниках? Ничего нет? Абсолютно. Абсолютно никакой. Абсолютно. Только то, что мы вот опрашивали свидетелей сами. У нас не хотят принимать заявления нигде, даже в комендатуре, хотя они военные. В комендатуре нам сказали, мы напишем официальную бумагу, но заявление принимать мы вас не будем. Мы обратились в Донецк. В Донецке нам тоже не хотят помогать. То есть нас из одной конторы в другую, в третью, в четвертую, и везде посылают куда-то еще. Моя мать ездила в Донецк и написала в Генеральную прокуратуру заявление. Пришел ответ вот, за 14.07.2015 года. Ну, как бы, если надо, я выложу вам. Да, если не трудно. Сфотографирую. Ну, как бы вот сейчас, вот, в соответствии с пунктом 9.4 регламента Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики направляю по принадлежности заявление гражданки Кравченко Натальи Викторовны, это моя мать, которая поступила в Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики 10.07.15 года для организации проверки и принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае, если в результате проверки будет документально подтвержден статус Кравченко Виктора Сергеевича как военнослужащего одного из воинских подразделений ДНР, материалы прошу направить для дальнейшего рассмотрения Главной военной прокуратурой в порядке и в срок, установленный законом. О результатах рассмотрения сообщите заявителю в установленный законом срок. А направлено к Горловскому межрайонному прокурору, то есть по месту жительства.
А по месту жительства у нас изначально никто не принял даже заявление. Мгм. Там в Генеральной прокуратуре заявление приняли, а потом позвонили на следующий день и дали эту бумажку, Мгм. что мы направляем по месту жительства, и все. Они оба числились как военнослужащие в Донецком подразделении. А Горлов никакого отношения не имеет. Они служили в Донецке. У меня брат на параде В республиканской гвардии. участвовал в параде. Есть фотографии просто очень много, что он там стоит в колоннах, даже есть у нас фотографии. Мгм. Он служил в батальоне «Восток», после 9 числа он уволился. Перешел в другое подразделение. Мгм. Вот и все. Они говорят, мы не знаем, может они были не военные, может они еще кем-то были, поэтому мы заявление принимать не будем. А если они были не военные, то что? То как бы не надо принимать заявление? Это как бы мы тоже так же спрашиваем. Мы говорили, примите у нас заявление просто как гражданские лица. Они говорят, мы не имеем права, если они военные, то мы не имеем права вообще никакие заявления принимать. Это все дело в комендатуру. А комендатура нам сразу сказала, хотите, мы подвалы все откроем, пойдите посмотрите, у нас их нет. Мы их не принимали, их там нет, все. Исходим от того, что мой отец не убивал меня. Он этого не делал. Как это вам известно? Он был тогда в Киеве, правильно? Он был в Киеве, он был возле министерства, и его хотели подставить. Он заходил в тот день в министерство, из-за которого убили этого Веремия. Угу. Он там был, но он этого не делал. Угу. Не, просто... Он звонил в редакцию, он просил их, отстаньте вы от меня. Угу. Они просили для него пожизненное, хотя доказательств, что это сделал он, нет. Их просто нет. Я видела видео, когда убивали Веремия. Там были все люди в черном, одеты одинаково. Даже по структуре тела там моего отца не было. И как они решили, что там был он, я не знаю. У них были скрытые лица, они все были в одинаковой одежде. Там невозможно кого-либо опознать вообще. У них нет доказательств, что мой отец убил Веремия. Но они очень упорно хотят эту статью спихнуть на него. Я понял. Просто мне изначально дико показалось, откуда вдруг взялось там какое-то подполье, вдруг которое среди бела дня, грубо говоря, кого-то арестовывают, обыскивают, уходят. Это странно, да? Нет, это не подполье. Подполье нет, это не подполье. Это, как у нас все говорят, это перемена власти. Это у нас сперва был один комендант, потом другой комендант, потом третий комендант. Оно все меняется, с чем оно связано, никто ничего не знает. Опубликую. Вам спасибо, может что-то проявить. Потому что нам реально никто помочь вообще не может, никак. Мы уже не знаем, что делать просто. Я понял. Хорошо, спасибо, на связи.